Привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре колонка не простая, а золотая. Нет, не простая, а станция мини с часами, более навороченной версии. Это, естественно, не реклама, а жаль, Яндекс, зашите мне какую-нибудь большую колонку, которую мы обязательно разыграем. А это в линейке средняя модель, есть Lite, есть вот мини с часами, без часов, есть более старшие модели, навороченные. Но, думаю, это именно золотая середина, поэтому она меня и заинтересовала. Я был обладателем первой Lite версии умной Яндекс колонки несколько лет назад, в самом начале пути Яндекса с умной колонкой. Теперь это совсем другое устройство, об этом расскажу чуть подробнее. Тогда я, попользовавшись ею несколько месяцев, продал ее на Авито, потому что не зацепила она меня ни звуком, ни какими-то дополнительными фишками, а вот эта версия, мне кажется, будет интереснее. Сейчас мы с вами ее быстренько распакуем, посмотрим, как она выглядит внешне, потом я ее подключу, протестирую и вернусь к вам с полноценным своим вердиктом. Давайте быстрее начнем. Подписывайтесь на канал. Поехали! Итак, нас встречает массивная довольно-таки колонка, тяжелая, она на 10 ватт, но по факту, говорят, работает на 5 ваттах, что, в принципе, тоже неплохо. И говоря про то, насколько она изменилась в своей функциональности, я, конечно же, имею в виду не только просто умную Алису, но и Яндекс.GPT, который недавно начал поддерживать сложные запросы и развернутые ответы, что меня в ней и заинтересовало. Например, я увлекаюсь в последнее время изучением истории, и частенько какие-нибудь запросы можно будет задавать именно умной колонке. Почему бы нет? Я заказал себе колонку в таком синем цвете приятном, как мне показалось, потому что, черный есть, да, он скучный, а какие-то яркие цвета тоже так себе. Ну и что у нас здесь в наборе? Зарядник с таким вот своим проприетарным входом с буковкой Я, который, кстати, не меняется. Это не USB-C, но почему не USB-C, как в Lite, например, версии? Потому что здесь требуется больше питания. Поэтому сделали свой отдельный блок. Внутри все, у нас больше ничего нет. И здесь у нас есть вот таком вот кармашке, смотрите, наклеечки. Прикольно, раньше такого не было. Здесь у нас такая книжечка, наверное, чтобы это все как подключать, как пользоваться и так далее. Я так понимаю, бесплатные несколько месяцев подписки нам теперь не дается в наборе, а жаль. Но, слава богу, у меня есть подписка, которой я пользуюсь. Причем из-за этого как раз я и купил себе снова колонку, потому что удобно музыку слушать. Тем более просто сказал название, и она тебе включила нужный трек. Вот я, как всегда, мне почему-то жалко разрывать все это как-то, хотя, по сути, разорви ты это все. Но нет, вот люблю я вот так аккуратно все разворачивать зачем-то. Такая колонка увесистая, я вам скажу, нелегкая, низ прорезиненный, пахнет новым устройством. Здесь тканевая такая обивка, здесь у нас есть выход 3,5 мини-джек, с помощью которого мы можем подключить эту умную колонку к какой-то большой системе, например, к домашнему кинотеатру, и наслаждаться музыкой на большой акустике мощной. Здесь 4 микрофона, плюс-минус громкость, и здесь где-то должны быть часы. Все, я сейчас ее буду тестировать, а потом, как уже сказал, вернусь с вердиктом. Для меня это будет несколько дней, а для вас секунда. Итак, прошла неделя, мне кажется, это достаточное время для того, чтобы понять все плюсы и минусы данной колонки, кому она нужна, где ее лучше использовать, какие команды использовать с помощью данной умной колонки и вообще нужна ли она вам. Давайте разбираться. Поехали еще раз. Попользовавшись недельку данной колонкой, эффект вау, конечно же, прошел. В первый день это было что-то с чем-то. Какие-то задания, поставить таймер, напоминалку, включить музыку, поговорить с Алисой, задать какие-то вопросы интересные. И она, в принципе, неплохо отвечает, находит всю информацию, дополняет ее сама, предлагая спросить еще что-то в данном контексте. И все это в совокупности, конечно же, большой плюс для данной колонки. Но
начнем с выбора. Какую колонку лучше выбрать? Есть лайт-версия, есть такая вот мини-версия, есть большая версия колонки. Я думаю, вот мини-версия это прям золотая середина. Используя лайт-версию, вы не получите того кайфа от звука, от музыки, на который вам, кстати, придется подписаться. И почему Яндекс не зарабатывает именно на своих подписках, а продает нам такие недешевые довольно-таки колонки. Как я уже сказал, звук в лайт-версии плохой. У меня была лайт-колонка от Dex, такая же примерно по качеству, это просто, какая-то пищалка. Покупая большую версию, вы, конечно же, прокачаете свою комнату, даже, возможно, и квартиру, если у вас их две, но вы потратите на это около 30 тысяч рублей, если будете покупать их в паре. И соседи, спасибо вам, явно за это не скажут. Но взяв вот такую мини-версию, вы получите и сносное качество звука, и соседей не будете беспокоить даже на полной громкости. Мне кажется, это большой плюс. Плюсом при желании и при возможностях вы сможете подключить 3,5 мм аудиоразъем к вашей серьезной акустике или домашнему кинотеатру и уже прокачать и устроить настоящую дискотеку. С размерами разобрались, поэтому я и выбрал золотую середину. Теперь про цену. Стоит она 7 тысяч рублей с часами, 6 тысяч без часов. И это, я считаю, все-таки дорого. Яндекс, вы зарабатываете на подписке. И подобная колонка все-таки должна стоить около 3000 рублей. Я думаю, это ее вот такая вот нормальная цена. Да, комплектующие, все понимаю, логистика, изобретение, естественно, это все патенты и так далее. Но как потребители мы хотим все немножко подешевле, и это нормально. Теперь, как использую ее я и как советую вам использовать. Она поддерживает сейчас Яндекс.GPT, это искусственный интеллект, и он может придумывать какие-то истории, сказки, какие-то более развернутые придуманные ответы, но это все, конечно же, баловство. Основная функция ее при каких-то вопросах, то, что она быстро реагирует и быстро находит верные ответы, скорее всего, с Википедии или с подобных различных ресурсов, что тоже очень полезно. Я частенько спрашиваю какие-то исторические факты. Правда, она не все факты эти исторические может озвучить, потому что вдруг она кого-то обидит, как она отвечает мне. То есть такие спорные вопросы она просто игнорирует. Дальше музыка. Музыку она включает как избранную, так и по жанрам, так и по настроению. То есть, в принципе, всегда правильно подбирает. Этим мне нравится Яндекс.Музыка. Ее режим поток – это прямо нечто. Подбирается музыка классная. Советую. Плюс можно использовать ее в связке умного дома. Включать какие-то приборы, если они поддерживают Яндекс.Колонку. Включать лампочки, свет, говорить, где включить свет. Тоже довольно-таки удобно. Стоит лампочки в районе 700 рублей, что тоже недорого. Можно использовать. Можно использовать с приставкой к телевизору или с умным телевизором от Яндекса. Но я думаю, это такое себе, потому что включи, выключи, включи такой канал. Зачем, когда есть пульт? Удобнее и практичнее. Еще одним несомненным плюсом этой колонки является то, что можно напоминания создавать. Можно ставить будильник, можно ставить секундомер-таймер, что тоже здорово, и все она показывает на экране. И вот после этого всего описания, конечно же, мы переходим к теме, куда лучше установить данную колонку. Мой выбор – это кухня. Приходя на кухню, не хочется включать телевизор, можно включить музыку, можно поставить таймер, когда мы что-то готовим, да, будет несомненным плюсом. Второе по значимости, я думаю, это кабинет. Поставить ее в виде личного секретаря, чтобы можно было делать напоминалки в течение дня или голосом ставить на нее фоновую музыку, что тоже удобно и приятно при работе. В спальне тоже она неплохо себя чувствует, можно ее поставить, потому что в качестве будильника утром она вас разбудит приятным звуком или мелодией, включит после вашего пробуждения какую-то любимую музыку, перед сном может зачитать какой-то подкаст, книгу в электронном виде или прочитать вам на ночь сказку. Этот чувак рухнул с дуба, покатил на меня тоже мне колобок против дорожного катка. А теперь небольшая ложка дегтя. Как я уже сказал, первое – это довольно-таки внушительная цена, не дешевая. Минус также то, что мы не можем подзаряжать с помощью USB-C. Нам Яндекс говорит, что проприетарный разъем для зарядки – это для того, чтобы ваша колонка вдруг не заглючила, чтобы звучала на всю мощь,
чтобы мощи блока питания ей хватало, потому что колонка считается как 10-ваттная. На самом деле она звучит на 5 ватт, но вот так вот произошло. Поэтому все так произошло. Еще одним минусом является то, что если я вдруг потеряю блок питания каким-то образом дома, да, или мне его перегрызет мое домашнее животное, либо сосед пьяный, то я не смогу купить у того же Яндекса себе на замену блок питания. По-моему, не продается. Я немножко прогуглил. Нет. Но есть какие-то решения, довольно-таки, кстати, дорогие, в районе 2000 рублей. Спасибо AliExpress, в котором продаются переходнички, с помощью которых мы можем подсоединить к любому USB адаптеру, который поддерживает высокое напряжение, либо к блоку питания. Тем самым мы можем с пауэрбанком сделать из этой колонки беспроводную, что тоже как вариант. Это был не обзор, а мое мнение о данной колонке и как бы пища для размышления, стоит ли покупать вам такую вещицу или нет. Потому что, как я повторюсь, в первые дни эффект вау присутствовал. После уже, конечно же, успокаиваешься и думаешь, ну ок. Напишите, есть ли у вас умная колонка, пользуетесь ли вы и какими функциями пользуетесь. Напишите, об этом мне будет интересно. Может быть, я что-то не знаю, как еще можно полезно ее использовать. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с AliExpress и Яндекс.Маркета. Кстати, там и на эту колонку я выкладывал удачную цену. Впереди много интересного. Пока-пока.